Здравствуйте. Я Ольга, ваша соседка. Здравствуйте, Ольга. Я Андрей. Андрей, я заметила ваши интересные материалы. Вы работаете с фейерверками? Да, я искусствовед. Я делаю праздничные салюты. Ого! Это опасная работа. Бывает опасно, но я всегда осторожен. Как вы готовите фейерверки к запуску? Сначала я проверяю все детали и материалы. Потом тщательно собираю фейерверк. Используете ли вы защитные перчатки? Всегда. И очки тоже обязательно. Как вы изучали эту профессию? Я учился у мастера в Санкт-Петербурге. Вы проводите свои шоу в нашем городе? Да, часто выступаю на День города или свадьбах. Мне всегда нравились такие салюты. Это приятно слышать. Люди любят зрелище. А сколько времени занимает подготовка? Обычно всю неделю перед праздником. Какие меры безопасности вы принимаете? Всегда храню фейерверки в специальном ящике. Перед пуском смотрю прогноз погоды. А есть специальные правила для шоу? Конечно. Есть строгая государственная лицензия. А дети могут смотреть салюты изблизка? Нет, дети должны быть далеко. Это важно. Расскажите, какой ваш любимый фейерверк? Я люблю золотые хризантемы. Они очень красивые. Я не знала, что есть такие названия. У каждого фейерверка свое название и цвет. Вы показываете, как правильно запускать фейерверки? Иногда провожу мастер-классы для взрослых. Спасибо, Андрей. Вы рассказали много нового. Пожалуйста, Ольга. Был рад пообщаться. Михаил, спасибо, что помогаешь с этим списком. Не за что, Анна. Это очень важное дело. Давай начнем с самого нужного. Коляска нужна? Конечно. В России все покупают коляску заранее. Я согласна. А что думаешь о кроватке? Обязательно. Лучше выбрать деревянную. Они надежные. Правда. Матрас тоже нужен специально для малышей. Да, и еще постельное белье, простыни, одеяло. Запишу. Какие еще вещи нужны сразу после родов? Памперсы, конечно. Это всегда актуальный подарок. Еще салфетки, кремы и присыпки. Много уходит. Согласен. Феноменально, сколько всего для малышей. А как насчет автокресла? Это удобно? В Москве все используют его. Даже для коротких поездок. Запишем и это. Сколько примерно нужно денег на все? Где-то 70-80 тысяч рублей. Ну, можно постепенно покупать. Я надеюсь, друзья и семья помогут с подарками. Обычно на крестины дарят крупные вещи. Точно.
А какие подарки считаются самыми полезными? Бутылочки, стерилизаторы, радионяня. Полезны всегда. Можно еще игрушки для развития добавить. Конечно. Мягкие игрушки или погремушки подойдут. Я слышала, что в Санкт-Петербурге дарят конверты на выписку. Да, зимние конверты очень популярны. Особенно у нас. Близкие часто вручают подарки до рождения ребенка. Это хорошая традиция. Облегчает хлопоты родителям. Михаил, не забудем про ванночку для купания. Это важно. И полотенца мягкие нужны. Записала. Спасибо тебе. Я теперь спокойнее. Всегда рад помочь, Анна. Пусть все будет хорошо. Давай проверим еще раз весь список. Давай. Если что забыл, вместе вспомним. Олег, ты видел, почему дорога закрыта? Да, Анна, была авария. Дорогу перекрыла полиция. Ох, сколько нам теперь ждать? Не знаю. На карте нет новой информации. У меня сегодня важное собрание на работе. Ты должна быть в офисе во сколько? В 10 утра. Уже опаздываю. Я понимаю. У меня тоже встреча. Может, попробовать объехать? На карте нет хороших маршрутов. Видно, все дороги заняты. Пробка везде. Это обычное дело после аварии. Все останавливается. Интересно, что случилось на трассе? Наверное, кто-то не заметил знак или не держал дистанцию. В России часто случаются такие аварии на трассах? Да, особенно зимой, когда скользко. Сейчас май, но все равно бывает опасно. Да, главное быть терпеливым и осторожным. Хорошо, что у нас есть вода и перекус. Я могу включить музыку. Хочешь что-нибудь послушать? Давай поставим что-нибудь спокойное. У меня есть плейлист с русской поп-музыкой. Здорово. Я люблю слушать Зиверт. Кстати, ты знаешь, что Москва — самая большая пробка Европы? Правда? Я думала, что это Париж или Лондон. Нет, Москва часто занимает первое место по заторам. Интересно. Поэтому важно планировать поездки. Смотри, полиция уже уезжает. Может, скоро откроют. Отлично. Надеюсь, все живы и здоровы. Безопасность — самое главное на дороге. Я согласна. Лучше подождать, чем рисковать. Потерпим немного, и все наладится. Спасибо, что поддерживаешь меня, Олег. Не за что, Анна. Вместе ждать легче. Анна, тебе нравится жить рядом с аэропортом? В целом, да, Игорь. Мне нравится смотреть на самолеты. Да, из окна хорошо видно летящие самолеты. Это очень интересно. Я часто фотографирую их для блога. Но иногда шум мешает спать ночью. Шум — это, конечно, минус. Я иногда тоже просыпаюсь.
Ты знаешь, что самый большой аэропорт в России — Шереметьево? Да, слышал. Там постоянно много рейсов. Мы можем быстро доехать в центр города. Это удобно. Да, на электричке всего 20 минут до Москвы. И гости легко находят наш дом, потому что аэропорт — ориентир. Согласен. Мой друг Петр всегда находит наш адрес. Но воздух здесь иногда кажется не очень чистым. Да, из-за самолетов бывает больше пыли и запахов. Моя мама говорит, что нужно чаще проветривать комнаты. Я стараюсь открывать окна утром, когда меньше рейсов. Вот эта карта показывает основные маршруты самолетов. О, интересно. Я не знал, что их так много. Иногда дети во дворе считают их и пишут числа в тетрадь. Мои племянники тоже любят считать самолеты. Но когда идет дождь, шум становится громче. Да, звук будто сильнее отражается от воды. Иногда я надеваю беруши, когда хочу отдохнуть. Неплохая идея. А я просто закрываю дверь в комнату. Мои подруги часто спрашивают, не страшно ли тут жить. Но я давно привыкла к звукам аэропорта. Да, мне тоже уже не мешает. Привычка — вторая натура. А ты когда-нибудь летал на самолете из этого аэропорта? Да, в прошлом году я летал в Санкт-Петербург. Здорово! Я хочу полететь в Сочи этим летом. Хорошая идея. Путешествовать — это всегда интересно. Так что жизнь рядом с аэропортом. И плюсы, и минусы. Согласен. Главное — находить положительные стороны. Андрей, сегодня снова дождь. Дети дома скучают. Да, Анна, на улице мокро. Нужно что-то придумать. Давай вместе подумаем, чем их занять. У нас есть настольные игры. Любимая «Монополия». Точно. Дети любят монополию. Это весело. Можно еще собрать пазлы. У нас новый пазл на 500 деталей. Это сложновато для малышей. Давай выберем простой. Есть пазл с животными. Он яркий и легкий. Отличная идея. А еще можно рисовать красками. Краски есть в шкафу, но потом придется убирать стол. Я помогу убрать. Главное, детям будет интересно. Согласен. Можно устроить конкурс рисунков. А победителю дадим маленький приз. Например, шоколадку. Отлично. Еще можно читать вслух любимые сказки. Дети любят слушать «Колобок» и «Репку». Я могу начать с «Колобка». Там много веселых героев. Знаешь, чтение вслух полезно для развития речи. Да, говорят, это помогает учить новые слова. Может, после чтения сыграем в лото? Это просто. Да, лото — классика. Его любят почти все дети в России. Можно
пригласить соседских детей. Чем больше, тем веселее. Сегодня родители на работе. Лучше без гостей. Ты прав. Пусть будет домашний день. Можно еще смотреть старые фотографии с отпуска. Дети любят рассматривать снимки и задавать вопросы. А потом расскажем интересные истории о нашем детстве. В моем детстве мы часто резались в дурака. Да, карточные игры — хорошая идея на дождливый день. Главное быть вместе и радоваться мелочам. Анна, спасибо за столько отличных идей. Спасибо и тебе, Андрей. Дети точно не заскучают. Давайте начинать. С чего начнем? С пазлов или игры? Давайте с пазлов. Пусть будет яркое начало дня. Оля, представь, если бы ты выиграла большой отпуск. Саша, неужели? Я бы очень обрадовалась. А куда бы ты хотела поехать в первую очередь? Сложно выбрать. Может быть, в Италию или Францию. Италия — отличная идея. Там так вкусно кормят. Да, я люблю пасту и мороженое. Знаешь, джелато. Конечно. А еще я бы посмотрел Колизей в Риме. Я мечтаю увидеть Эйфелеву башню в Париже. Я читал, что ее строили 2 года и 2 месяца. Правда? Очень интересно. Не знала. А какие сувениры ты бы купила на память? Наверное, магнитики и открытки. Я их коллекционирую. Я тоже люблю сувениры. У меня дома много чашек. Какая твоя любимая страна для путешествий? Мне нравится Чехия. В Праге красивые мосты. А я хотела бы прокатиться по Европе на поезде. Супер идея. Поезд — удобный и красивый транспорт. Да, из окна все видно. Поля, города, озера. А ты умеешь говорить по-итальянски или по-французски? Нет, только немного английский и, конечно, русский. Главное — желание путешествовать. Язык можно выучить. Согласна. Путешествия учат нас новому и расширяют кругозор. А ты когда-нибудь выигрывала что-то раньше? Нет, только однажды маленькую игрушку в лотерее. Сейчас везде проводят розыгрыши и конкурсы. Да, но крупный приз — это большая удача. А с кем бы ты поехала в путешествие мечты? С подругой или с мамой? А ты с кем? С семьей. Или, может, вдвоем с кем-то близким. Было бы весело. Давай когда-нибудь попробуем поучаствовать. Обязательно. Главное — верить в удачу и мечтать. Спасибо, Саша. Теперь буду мечтать еще больше. Андрей, ты можешь помочь мне выбрать бокс на крышу? Конечно, Оля. Куда вы планируете ехать на машине?
Мы едем в Сочи на 2 недели всей семьей. Здорово. Значит, нужно много места для багажа. Да, у нас чемоданы, палатка и еще игрушки для детей. Тогда лучше выбрать бокс побольше, литров на 500. А его легко установить на крышу машины? Да, современные боксы легкие и крепятся за 10 минут. Нужно покупать специальные крепления? Если есть багажники, не надо. А так лучше уточнить. А бокс влияет на расход бензина? Да, немного увеличивается, но это не критично. Сколько примерно расход увеличится? Около 1-2 литров на 100 километров. Понятно. А бокс безопасно использовать на трассе? Современные боксы прочные и закрываются на замок. Я боюсь, вдруг он откроется на ходу. Нет, у хороших моделей двойные замки. Все будет в порядке. Как правильно размещать вещи в боксе? Лучше класть тяжелое вниз, а легкое наверх. Спасибо. А как часто их используют в России? Часто. Особенно те, кто любит путешествовать на машине. Я видела такие боксы зимой на лыжах в Красной Поляне. Да, лыжи и сноуборды удобно возить именно так. Может быть, стоит купить длинный бокс для зимы? Можно, если будете кататься на лыжах. Летний более универсальный. Какой цвет лучше брать? Есть разные варианты? Черный и серый — самые популярные. Они меньше пачкаются. А он портит внешний вид машины? Нет, наоборот, выглядит стильно и современно. Андрей, а за городом не бывает проблем с габаритами? Только осторожно на парковках с низким потолком. Поняла. А где лучше хранить бокс? В гараже или на балконе. Главное, в сухом месте. Спасибо большое за советы. Теперь я все понимаю. Пожалуйста, Оля. Пусть ваше путешествие будет приятным. Привет, Оля! Смотри, какая интересная модель машины. Привет, Иван. Да, она такая необычная. Что это? Это модель полностью автономной машины. Автономная? Значит, без водителя? Да, машина сама водит себя. Хочешь попробовать? Честно говоря, я не уверена. Это немного страшно. Почему? Технологии сейчас очень развиты. Все равно, может быть опасно. А вдруг она ошибется? Инженеры говорят, что такие машины очень надежные. Я слышала, что в Европе их тестируют на улицах. Да, например, в Германии и в Норвегии. А в Москве уже есть беспилотные такси. Правда? Я не знала. Это интересно. Но мне кажется, лучше, когда человек за рулем. А если машина едет аккуратнее, чем человек? Может быть. Ну,
Я люблю контролировать дорогу сама. Я тебя понимаю. Иногда и мне не по себе. Представь, ты садишься, говоришь адрес, и все. Звучит удобно. Можно читать книгу, пока едешь. Или слушать музыку и не думать о пробках. Но а если техника сломается? Для этого есть аварийные системы. Все равно, пока что я не готова доверять машине. А помнишь, когда люди боялись лифтов без кондуктора? Да, теперь все спокойно ездят на лифтах. Наверное, с автомобилями будет так же. Может быть, через 10 лет мы не будем бояться? Интересно, когда в каждом городе будут такие машины? Я бы попробовала поездку, если буду не одна. Если хочешь, однажды съездим вместе. Спасибо, Иван. Мне стало чуть спокойнее. Пожалуйста, Оля. Вдвоем всегда веселее. Саш, как ты думаешь, чем заняться в воскресенье без денег? Катя, можно просто гулять в парке, как сегодня. Да, свежий воздух и солнце — это всегда приятно. А еще мы можем устроить пикник на пледе, как сейчас. Точно. Приятно пить кофе на свежем воздухе. Жаль, что кофе закончился. Но нам и так хорошо. Можно взять из дома бутерброды в следующий раз. Отличная идея. А еще мне нравится просто разговаривать. Мне тоже. Обсуждать книги или фильмы — это интересно. В детстве мы с друзьями играли в настольные игры в парке. Это весело. Жаль, что я забыла свою игру дома. Ничего, можем сыграть в города. Знаешь эту игру? Конечно. Начнем. Москва, Архангельск. Калуга. Анапа. Вот видишь, весело и бесплатно. Еще можно наблюдать за птицами. Вон, воробьи прыгают. Да, и слушать, как поют. Это приятно для души. Весной пение птиц особенно красиво. В России май — месяц певчих птиц. Я не знала. Спасибо. Это интересный факт. А ты часто проводишь воскресенье так, без трат? Иногда. Мне нравится просто отдыхать. Не спеша. Да, главное — хорошая компания и настроение. А ты знал, что Пушкин писал стихи прямо в парке? Правда? Это вдохновляет гулять среди деревьев. Может, когда-нибудь и мы что-то сочиним здесь? Можно попробовать. Главное — начать. Сегодня уже отличный день. Бесплатно, но радостно. Спасибо, Катя, за приятную компанию и разговор. Спасибо и тебе, Саша. Поговорим еще, пока не стемнело? Конечно, с радостью. Привет, Оля. Ты выглядишь очень радостной сегодня. Привет, Саша. У меня был невероятный уикенд.
Правда? Что ты делала интересного? Я каталась на парашюте за катером. Это было здорово. Вау! Никогда не пробовал парашют. Где это было? В Сочи, на пляже. Там очень красиво летом. Как ты решилась на такой экстремальный отдых? Мои друзья пригласили меня. Сначала я боялась. Но оказалось, это очень весело и не страшно. Какой у тебя был вид сверху? Я видела море, пляж, даже горы вдали. Красота. Ты, наверное, сделала много фото? Конечно, у меня есть селфи прямо в воздухе. Это звучит потрясающе. Это был твой первый раз? Да, первый. Теперь хочу попробовать еще раз. В Сочи часто проводят такие прогулки летом. Сколько времени длился полет? Около 10 минут. Это было достаточно долго. Ты была в специальной экипировке? Да, мне выдали шлем, жилет и крепкую систему. Было ли сложно взлетать над водой? Нет, инструктор все объяснил, было легко и безопасно. У тебя появилось новое хобби? Возможно, теперь мне хочется больше приключений. Ты советуешь попробовать и мне? Конечно, это отличный способ победить страхи. Мне немного страшно, но интересно. Не бойся, инструктор всегда рядом и следит за тобой. Кстати, в России много мест для активного отдыха. Правда? Я думал только про горные лыжи, например. Есть и дайвинг, и каякинг. Удивительно, правда? Я этого не знал. Надо все попробовать когда-нибудь. Давай поедем вместе следующим летом. Хорошая идея. Договорились, Оля. Я покажу тебе все фото после кофе. С нетерпением жду. Спасибо, что рассказала.